Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из Севастополя. Сегодня я буду продолжать показ своих цветущих орхидей и отвечу на пару вопросов, которые были в комментариях. Первая орхидея, вашему вниманию, вот такая шикарная бабочка. У нее несколько названий, вот, чтобы я не ломала язык. Вот так. То есть ее называют и джентльмен, и вот Акерс Свит, по крайней мере, на бирочке так написано. Но это вот гибрид вот этих родителей. И в основном ее называют Анмио Джентльмен. Купила я ее подростком в размере 2,5 весной 22 года. Зацвела она у меня через год, в 23 году. И цветет она так. Она выпускает новый цветонос. Процветала она у меня 2, 3, 5 цветочков 2,5 месяца. Затем отцветает и из почек пробуждает ответвление. Может одновременно, вот у меня было, из 2 почек она выпустила цветоносы. Один затормозился, один вырос и процвел. Еще 2,5 месяца. Сейчас цветение у нее было, она цветет с середины октября. Я вам ее показывала. Она одна из первых цветуней у меня в зимнем сезоне. Она тогда отцвела. И вот, видите, вот он цветонос. И получается из почки, вот я так закрутила, она дала новый цветоносик. И вот вашему вниманию вот такой прекрасный букетик. Как вы видите, это бабочка. Один раз она мне дала сбой. У нее было на одном цветоносе один стандарт процвела. А так все цветочки, вот сколько она цветет, все цветочки с мутацией. Вот такая у нее розеточка небольшая еще. Растет она медленно. 4 цветочка и живет в двойном горшке. Пересадка была осенью прошлого года. Шикарная бабочка, прелестница. Смотрите, лепестки у нее индивидуально окрашены. Вот таким узором дополнительно, которые вот такие сполохи розовые на каждом лепесточке. Они выражены по-разному. И губка у нее по-разному. Также заполнение крапа. Очень красивая, эффектная орхидея. Цветочки у нее садовником заявлены до 10 сантиметров. Сейчас вот у нее сейчас цветочек до 9 сантиметров. Это молодое растение, поэтому я думаю, наберет мощь и будет цвести более крупными цветами. Теперь перейдем к вопросам. И первый вопрос, в принципе, он и перейдет во второй вопрос. Было, чем вы поливаете, какие удобрения применяете, подкормки, и как вы поливаете. Зрительница написала, что она не может найти подход к орхидеям именно в поливе. Вот я сейчас вам показываю, что растение нуждается в поливе. Корни просушены. Вот циафлора, помощник хороший. Циафлора светлая, а когда камешки намокают, они становятся ярко-оранжевого цвета. Если в посадке мох, тоже можно ориентироваться по мху просушки.
Вот видите, есть мох, он тоже абсолютно сухой. Я поливаю сейчас, чередую. Поливаю с аминосилом, сейчас всю коллекцию. Поливаю я проливом. С оставлением воды где-то на палец-полтора внутреннего горшка. Просто проливаю. Все. Вот так. И оставляю. Вот это мой полив. Сейчас я всю коллекцию буду, уже начала. То есть по мере просыхания я друг за другом полочки на стеллажах, где находятся орхидеи, поливаю дружно аминосилом. Вот прошла, да, запомнила. Я запоминаю, где какие у меня поливы. То есть я не выбираю орхидеи из, допустим, из полки. Вот эту сейчас полью, вот эту потом, а вот это нет. Где-то довожу до такой степени, то есть не до хруста, не до пересушки грубой. Просматриваю, что практически орхидеи одна больше, одна меньше. В принципе, у меня посадки однотипные. В основном закрытая система и двойные горшки. Я просматриваю и захожу и всю полку поливаю. Только смотрю, если вот, допустим, я знаю, что орхидея много корней, и она быстро выпьет, я налью там на полсантиметра побольше. Если орхидея еще, видно, что она вот такая более, грунт у нее больше мха, и видно по корням, уже замечаешь же своими орхидеями, то я налью поменьше. Орхидея Мики Спирит 94. Я вам в том году подробно, помните, много серийный у нас такой был фильм, где я вам показывала распуск Мики Спирит 94. Тогда 3 месяца, да, распускал огромный свой каскад. Тогда у него было 13 или 14 цветочков. Сейчас вот как-то он, видите, высушивает что-то, вот как-то у него не так. Вот здесь отсушил и здесь отсушивает. Но потихоньку вот ползет. Конечно, 14 цветков у него не будет, но вот он уже стал распускаться. Это орхидея с такой необычной мутацией. У него в начале вот такие кракозябры, бутоны страшные. Помните, я вам говорила, что из лебедя, вернее, из гадкого утенка превращается потом лебедь. То есть из вот таких кракозябр получается очень красивые, интересные с мутацией цветочки. Вот первый цветочек не совсем смутировал. У него получается, видите, нет губы. Третий, да? Только вот два листочка, лепесточка вот так вот загнулись. То есть у него получается мутация нижних лепестков и вот в губы как бы. Получается как бы тройная губа. Но не просто тройная губа, у него еще вот и пыльники тоже добавочные. Вот. И вот такая яркая губа. Он подрастет, то есть сначала у него развивается нижняя часть, потом уже купол. Очень интересный цветок, красивый, яркий. Потом, конечно, выгорает, как и многие желтые орхидеи, но вначале вот прям такой красивый лимонный цвет с малиновой нижней частью. А вот такая уже розетка у него. Такой длинные красивые листья. Пересаживала я эту орхидею в июле 23 года, 1,5 года назад. Видите, уже куча корней нарос. Надо будет пересадить, уже тоже отцветет. И вот следующее сразу покажу. Вот, орхидея хочет пить. Просушены хорошо корни, грунт. Можно, кстати, на вес определять. Горшочек вот легкий. Если у кого сомнения есть, можно так.
Даже вот получается розетка перевешивает сам горшочек. Закрытая система. И орхидея, кстати, это любит попить, возможно, из-за того, что у нее много корней. И вот я поливаю аминосилом с расчета, беру 2,5 миллилитра на литр воды. И здесь у меня вот где-то 2 пальца, потому что здесь узкая часть, потом расширяется, поэтому водички добавляю чуть больше, чтобы хватило орхидейки напиться. Орхидея со сложным названием. Там у нее названия родители указаны. А у нас среди орхолюбителей ее называют попкорн. Вот такой прекрасный биглип мультифлорного типа цветения. Он не крупный. Вот такие цветочки. И посмотрим. Вот нижний, видите, чуть-чуть есть влага. Здесь уже просушен грунт на 2/3. Так, здесь вот, а здесь, видите, даже с этой стороны прям тоже уже сухо. Видно вот по коре. Кора разработана, и вот, что я вам говорила, циофлора еще оранжевая. То есть еще какая-то влага здесь присутствует внутри посадки. А здесь вот циофлора уже светлеет. Попкорн любит пить, поэтому я также налью ему водички. Здесь горшочек небольшой, где-то 1,2 литра. Что хочу сказать еще для тех, у кого не получается с поливом. О, циофлора зашипела, слышите? Воздух. Стала воду убирать и отдавать воздух. А вы должны орхидеям обеспечить свет. Хороший свет, если у вас темное место. После полива должны быть орхидеи, ну, всегда освещены, но если у вас не получается, полив загнивает, значит, недостаточно света, температуры, холодно. У меня температура 24-23 градуса. И должно быть освещение, чтобы шел фотосинтез, чтобы листочки работали, тянули воду, чтобы у них все было взаимосвязано. А так вы нальете орхидею в темноте, в холоде, конечно, будут корни загнивать, и она будет пропадать у вас. И еще такой совет. Если вот все у вас условия соблюдены, тепло, все хорошо проветривается, и освещение дополнительное есть, а все равно не получается с поливом, пожалуйста, поливайте ее замачиванием на 15-20 минут. Это безошибочный способ сохранить корневую систему. Да, вы будете чаще поливать, раз в неделю. Ну, у кого как, но раз в неделю точно. Но это, если у вас не получается с поливом, вы замачиванием, классически, да, замочили вот так вот орхидею, подержали 15-20 минут, слили полностью воду до конца. Независимо в какой посадке она находится и в каком горшке. Закрытая ли система, двойной горшок, там классика. И тогда у вас не будет потерь корневой системы. Вообще замачивание – это самый хороший способ. Вот эти все проливы – это от нехватки времени. Ну, у меня точно. Я работаю каждый день с утра до вечера, поэтому и большую коллекцию имею. И тут бы полить, да, успеть и домашние дела сделать,
и какими-то своими делами позаниматься. Вот даже вам видео снять. На это тоже нужно время. Поэтому вот для меня я выбрала такой полив. И посадки у меня соответствующие. И вы видели, я и фитиль, да, сейчас пробую, чтобы поднимать, чтобы не просушивалась корневая верхних слоев. И чтобы не было болота внизу. Вот и трубочки закрытой системы. Да, это способствует быстрейшему просыханию, но все для того, чтобы корневая сохранилась и развивалась хорошо. А там уже будем крутиться. Я полила вот эту орхидею вчера, буквально немножко ей дала, где-то на пальчик, на полтора. И вот, смотрите, орхидея подняла воду корнями. Вот, все, попила, ничего не осталось, корней много. Вот намок и мох, и кора потянула. Верхний слой не мокрый. Видите? Здесь вот влажный мох. Перед вами прекрасная орхидея, второе цветение. У меня был восторг. Первое цветение я вам показывала. Это Big Lip шоколад Пикассо. Неповторимая картина. Это вообще шедевр, шедевральное цветение. Если хотите посмотреть у меня, он есть в шорцах. Какое было предыдущее цветение. Оно было другое, другая краска была. Здесь он вот так отыграл. Еще ждет у нас третий бутон. Будем ждать с нетерпением, какой же будет окрас у третьего цветка. Цветки крупные, до 10 сантиметров. Вот такой шикарный Big Lip шоколад. И вот примеры посадки орхидеи, где у нее закрытая система и фитиль. Фитиль помогает, особенно там, где еще корневая система не развита, вот так хорошо, как у предыдущего биглипа. Видите, здесь корешки есть, но они не в таком большом количестве. И вот этот шнур помогает подтягивать воду к верхним слоям. Плюс у меня еще стоит трубочка для подачи воздуха. Вот здесь у меня плагрон. Я сейчас использую керамзит, мне очень нравится. Это я смотрю Ирину Гусь с Днепра, где она использует только этот плагрон керамзит для своих орхидей. Посадка у нее идет в этот субстрат. А я его использую в качестве дренажа. И хочу потом делать даже вот особенно посадки дендрофаленопсисом, камбрием, смешивать даже уже мелкую кору и добавлять немного в посадку также вот плагрона. Это керамзит высокого качества. Он на себе хорошо адсорбирует воду и потом орхидейкам отдает водичку и поддерживает влажность. И пока вы любуетесь цветочками, я вам скажу, что закончу мысли по второму вопросу. То есть сейчас коллекцию я прохожу всю с аминосилом из расчета 2,5 на литр воды. И следующий полив у меня будет с удобрением Grow More голубого цвета, где состав НПК 6,30,30. А развожу чуть меньше грамма на литр воды. Не делаю промежутка обычной водой. А вот в цветение, в пик я поливаю вот так. Чередую. Ну, решила так. В том году я поливала постоянно
Гроем Мор 63030, вот этот голубым, каждый полив разводила где-то 0,5 грамма на литр воды. И поливала до конца цветения, до лета практически, там до мая закончила. Перед вами Янхом Maple Red. Орхидея с первым цветением, с дебютом в своей жизни. Шикарная, шикарная орхидея. Я ее купила весной 23-го года. И она у меня не цвела. Замер цветонос, выпустила. И вот только сейчас, почти 2 года прошло, я дождалась ее цветения. Сказать что-то такого, это необыкновенный цветок, необыкновенный окрас. Этот краб с крупного в мелкий, переходящий, да, по такое растрескивание, я бы сказала. Яркая губа, желтой дорожкой. Посмотрите, как красиво это смотрится. Необыкновенный цветок. Я очень довольна. Он похож на, естественно, на фото садовника, но вживую эта картинка выглядит более впечатляющей. И давайте я вам вместе поставлю эти 2 орхидеи. Пока вот вы же видите, уже цветает Madar Prince и Maple Red. Янхом Maple Red. Посмотрите, какие красивые. Я почему их поставила? Я их вместе покупала. Madar Prince зацвел раньше. Такая тоже у нее розеточка. У этого покрупнее уже. Видимо, крупный будет такой орхидейка. И вот понравилось мне тогда в альбоме крапчатые орхидеи с крапом. И так мне захотелось их себе в коллекцию. Вот, есть у меня Сога Даймонд бабочка с крапом. Вот тоже вот перед этим джентльмен. Она тоже с крапом. Ну вот я неравнодушна к такой расцветке. У многих Madar Prince, ну как у многих, сейчас волна покупок Madar Prince пилоричной формы. А я считаю, что стандарт прекрасен. Посмотрите, какие они хорошие. Какие они прекрасные, красивые. 8,5 цветочек и до 9. Вот такая красота. Вот еще мои красавицы. Я Биглип Наоми стала распускаться. Вот цветонос его красивый. Буду заканчивать видео. Я вам обещала делать почаще, но покороче видеоролики. И вот на той красоте хочу вам попрощаться. Расцвела мой второй дубль, вторая орхидея. Наша красавица Black Piano. И у нее более рюшистые края. У той есть варианты более удлиненные, такие под углом лепестки. А эта красотка прям с рюшами. Цветочек еще только открылся, подрастет скоро. Я вам его презентую. И пусть последний кадр будет прекрасные морозные узоры орхидеи Red Rose. Я вам говорю до свидания. До новых встреч. Всем крепкого здоровья. Берегите себя. Всего доброго.